Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 14 февраля, вторник. И сегодня, естественно, мы будем говорить о Рамштайне, и не только о Рамштайне, потому что сегодняшняя встреча в этом городе или базе, она является всего лишь звеном в очень большой цепи событий, за которыми нам предстоит наблюдать следующие 6 месяцев. У меня вообще складывается такое впечатление, что для руководителя Мордора, для кровавого карлика кремлевского, предстоящие 6 месяцев – это примерно как для Гитлера в свое время была подготовка и надежды на битву на Курской дуге, в ходе которой он собирался переломить ход событий. Но вот нечто подобное, видимо, планирует или надеется на это Путин, но вряд ли его надежды сбудутся. Ну, начну с Рамштайна. Значит, состоялась очередная встреча, после нее выступили генерал Милли, председатель комитета начальников штабов США, и министр обороны Остин. Что было главное, что бы я выделил из всего этого события? Ну, очень важное, так сказать, стратегическое, я бы так поставил это как анонс или резюме под оценкой стратегической ситуации американцами. Марк Милли сказал, что Россия стратегически, тактически и операционно, то есть в оперативном плане, проиграла войну. И вот это то, что, дорогие друзья, вы должны запомнить, из этого исходить. Это не значит, что все, завтра она будет сдаваться. Предстоит серьезная битва, весенне-летний период. Будет пролито много крови, будут жертвы с обеих сторон. К сожалению, с украинской стороны будет много жертв. Но надо исходить из того, что это уже агония врага. Ну, подробнее мы поговорим дальше. Результаты Рамштайна. Значит, из высказываний Остина, министра Остина и генерала Милли. Соединенные Штаты вместе с союзниками подготовили 8 бригад ВСУ Украины. И я вам напомню, что еще в конце весны, в начале лета прошлого года я вам цитировал мнение генерала Уэсли Кларка, четырехзвездного генерала, бывшего командующего войсками НАТО в Европе, большого друга Украины, который говорил, он был убежден в конце еще мая, что переломить ход войны, то есть агрессии Путина против Украины, можно лишь создав, он сказал, от 6 до 10 бригад, которые будут в составе ВСУ, которые будут укомплектованы военнослужащими Украины, но там будет натовская техника, и они будут действовать по натовским лекалам, по натовским стандартам. То есть это комбинированные маневренные операции, то есть все то, чего не умеет делать Российская Федерация. Ну вот теперь, значит, Уэсли Кларк назвал 6-10, министр Остин отрапортовал, что создано 8. Но это не все, то есть подготовка продолжается. Какая техника будет поставляться? Ну, вы, наверное, знаете, я бы обратил еще раз внимание. То есть речь идет о укомплектовании ударных подразделений, фактически натовских подразделений в составе ВСУ. Но я подчеркиваю еще раз, там будут только украинские военнослужащие. И для этого им нужна техника соответствующая и умение, хорошо обученные бойцы, которые смогут ею пользоваться. Речь идет о чем? Прежде всего, амуниция, боеприпасы, наболевшая проблема. Она решается. Как я вам говорил в предыдущих видео, на этот участок выделен специальный замминистра обороны Соединенных Штатов Америки, который только этим занимается. Дошло до того, что уже далекая Австралия взяла на себя обязательство увеличить и поставить значительную часть боеприпасов в Украину. То есть путь, как вы понимаете, весьма долгий, но вот обстоятельства, ситуация требует того. Норвегия
обязалась увеличить производство боеприпасов. Соединенные Штаты быстрыми темпами увеличивают их производство, должны в ближайшее время увеличить на 300, потом на 500%. Тут у нас недалеко целый завод возродили, который работал еще в 19 веке, потом был заброшен, сейчас он опять начинает работать, производить боеприпасы, то есть амуниция прежде всего. Затем уже были выделены и названы конкретные виды вооружения, новые, которые будут поставлены, в их числе дальнобойная артиллерия, второй важнейший компонент, который необходим для успеха предстоящей операции Вооруженных сил Украины весной и летом. Затем бронетанковые войска и, наконец, система противовоздушной обороны, которая прикроет от ударов с воздуха бронетанковые войска. Сюда относятся системы ПВО, ПРО, противоракетной обороны, а также дроны. Все это анонсировано. По словам Милли, это движется, вернее, как он сказал, вернее, Остин сказал, что это монументальная работа, поставить все это в срок, вот эту армаду, это огромнейшее количество вооружений, и сделать так, чтобы это все было скоординировано. Поставка это не просто там притащить на буксире соответствующую систему и оставить, передать ее через украинскую границу. Отвечая на вопросы журналистов в ходе этой пресс-конференции, Милли пояснил, что само перемещение вот этих всех компонентов, вооружений и систем на территории Украины – это сложнейший процесс для того, чтобы обеспечить его безопасную доставку на поле боя. То есть меняются графики, меняются маршруты, применяются всевозможные ухищрения. Прекрасно, очень прекрасно работают в этом плане силы специальных операций Вооруженных сил Украины. Все пока идет без сучка, без задоринки, но это очень трудоемкий процесс, на котором вот сейчас, то есть у меня такое впечатление, что Рамштайн был полностью нацелен именно на это. По оценкам генерала Милли, военнослужащие в ВСУ, которые подготовлены и примут участие в этих решающих боях. Они лучше подготовлены, чем вооруженные силы Российской Федерации. Оценивая их состояние, вот тех новых частей, которые постепенно уже вводятся в бой и предпринимают, то ли это начало российского наступления, то ли это проверка боем, но вы знаете уже, да, по поводу их активности под Угледаром, затем о уничтожении большого отряда морских пехотинцев Тихоокеанского флота. То есть вот это все проявление тех сил, если можно их назвать ударных, которые Российская Федерация подготовила со своей стороны к этому наступлению. То есть по оценкам Милли это в основном мобилизованные, которые не очень хорошо подготовлены и которые вооружены не очень современной техникой. Но это не значит, что нужно, значит, преисполниться шапкозакидательскими настроениями, потому что, как отметил тот же Милли, тактика, которую Российская Федерация использует, это допотопная тактика еще Первой мировой войны, когда человеческая масса идет валом. Она падает, ее уничтожает, идет вторая волна, затем третья и так далее. То есть эффективность таких атак невелика, но она сопряжена с очень большим кровопролитием. Практически не обсуждался вопрос о авиации. Но это не случайно, потому что вот вы понимаете, с одной стороны, как говорится, дорогая ложка к обеду. С другой стороны, есть такое понятие, как приоритеты. Сейчас ситуация подготовки, причем лихорадочная. Как всегда, все делается в последнюю минуту. Лихорадочная подготовка к вот этому наступлению или контрнаступлению. По оценкам Милли, до наступления ВСУ, может быть, осталось, или до российского крупного наступления, осталось несколько недель. Оно ожидается в начале
в начале весны, как он сказал. И для этого нужно вот ввести все то, о чем я вам только что сказал. И в этих условиях отвлечение внимания на столь долгоиграющий проект, как поставка там 100 или какого-то там большого количества истребителей, но это, я вам скажу так, используя известную, вызывающую уже улыбку формулу, не на часе, очень даже не на часе. Потому что, ну, если бы Запад, США, натовцы восприняли эту просьбу серьезно и начали над ней работать, то это означало бы провал фактически поставки вот тех вооружений, которые сейчас из последних сил бегом делают, значит, американцы и союзники по НАТО. Главный приоритет сейчас – это не авиация. Потому что авиация, даже вот если на буксире притащить сейчас эти самолеты, оставить у украинской границы, ну что дальше будет? Ну, во-первых, это стоит сумасшедших денег, такое количество самолетов. Ну, потратят они, а за все надо платить, то есть ничего нет бесплатно. Я имею в виду не Украине платить, а взять из тех пакетов помощи, которые уже выделены. Сейчас там осталось, было 45, из них примерно половина, это чисто поставки вооружения. Ну вот, 100 истребителей, может быть, там вот все это в 20 миллиардов и уложится. А что дальше? На что боеприпасы поставлять? На что поставлять танки и так далее. Короче говоря, значит, авиация, вопрос об этом отложена на будущее. Когда будет время этим делом заняться, и когда речь пойдет о создании практически чуть ли не с нуля ВВС Украины по новым натовским стандартам. Что нужно сейчас? Как известно, уже идут в процессе поставки ракеты Storm Shadow и Scalp. Это ракеты наземного базирования. Я вам о них говорил, начиная еще с июня месяца. И о тех проблемах, которые нужно решить. То есть нужно найти воздушный аппарат, назову его так, который бы поднял эту ракету на высоту до 900 метров, пилот бы нажал на красную кнопку, вся система управления ракеты находится в самой ракете. Из самолета ее управлять не нужно. Поэтому самолет может, как мне сказал один из специалистов, вплоть до Ан-2. Самолет, который в детстве нам был известен в Украине как кукурузник. Вплоть до этого. Да, конечно, шучу, но тем не менее. И потом пилот должен сесть дальше. Загрузить другие ракеты, опять подняться, нажать кнопку и снова сесть. Вот и все. Для этого, так по большому счету, как мне объяснили, Украине нужно иметь 4 самолета, которые бы способны были это сделать. Всего 4. Не знаю, чем закончилась эта эпопея, а должны были, говорили сначала, что вроде успешно. МиГи-29 должны были быть переоборудованы для этих целей в Польше. Но если даже нет, то, скажем, поставка 4 истребителей «Торнадо», на которых лучшие летчики Украины были бы обучены в течение 2 недель взлетать, нажимать на кнопку и садиться, они бы решили по-большому эту проблему. То есть 2 самолета по очереди, один взлетает, запускает эти ракеты, садится. Тут же взлетает другой. И так один за одним. А 2 самолета, они в запасе. На случай, если один из этих 2 будет сбит. Ну вот, собственно, и все, что нужно. То есть эти самолеты при достаточном количестве поставленных ракет Storm Shadow, они могут превратить жизнь военнослужащих или вооруженных сил Российской Федерации в Украине и вблизи границ Украины, где расположены их тылы, может превратить всех российских мобиков, работающих на линиях логистики, перевозящие боеприпасы, газосмазочные материалы, бензин там, и все такое прочее, может превратить в ад. То есть, понимаете, я вот, когда еще учился в свое время в разведшколе, назовем это так, на самом деле это Академия внешней разведки, нам говорили, если вы хотите получить правильный ответ, который вам нужен, нужно ставить правильный вопрос. Правильный вопрос.
не надо просить в разгал подготовки к решающему сражению, которому 100 истребителей никак не успеют быть поставлены, не надо заморачивать голову союзниками пиар-акциями со 100 истребителями. Нужно просить 4. И не обязательно просить их публично, потому что должен подчеркнуть, вот во время, буквально за 2 дня до подготовки к этому Рамштайну, впервые я увидел в средствах массовой информации сообщение о том, что какое-то количество и номенклатура вооружений по результатам вот этой встречи не будет анонсировано. Это будут секретные поставки неназванного оружия. Вот из чего мы должны исходить. При этом надо иметь в виду, что и Байден сказал, что украинские ВСУ будут обеспечены к этому наступлению или контрнаступлению всем необходимым для решения задач. Тоже подчеркнул генерал Милли. Мне пишут, прямая связь у нас, обратная связь налажена, очень хорошая связь, скажу я вам. Пишут офицеры, отставные офицеры ВСУ и офицеры действующие, которые обращают внимание на то, что действительно, с их точки зрения, помимо истребителей или вместо истребителей, вот позарез сейчас, тем более в связи с предстоящей операцией, необходимо бойцам, которые находятся на передовой и отстаивают, отстаивают свои позиции. Вот пишет мне один из зрителей. Я офицер спецназа армии Украины. Другой пишет военнослужащий. 2 разных человека, тема одна и та же. Украина критически нуждается в новых самоходных установках минометов, пишет один. Другой пишет, в украинской армии до сих пор нет программы по самоходным минометам. Ни одной, от слова вообще. Между тем, это то, что сейчас критически необходимо. Особенно в связи с тем, что предстоят тяжелые бои, именно вот тот характер боев, который ожидается, а также вместе с тем, что Украина переходит на стандарты НАТО. Что надо? Пишет офицер спецназа Украины. Министерство обороны непонятно по какой причине не включает вот эти САУ минометов, не включает в список необходимого перечня вооружений. Сейчас ребята ором кричат, даже о переносных минометах 60, 82, 120. И оно есть, все это переносные, самоходные минометы в армиях стран НАТО и не только стран НАТО, но и других союзников. Например, это шведский СУ-90 «Молот», финский «Амос», «Патрия Немо», польский «Рак», турецкий «Аселсан», французский «Шерпа» и американский на базе «Страйкера». Это не заказывают, пишет офицер спецназа. И это катастрофа. Чистить зону боя от 50 метров и до 8 километров нечем. Нечем. Если вам не трудно, озвучьте эту проблему во имя Украины. Просят все, что угодно, только не то, что на нуле и что критически необходимо. Ну вот я, господа, и озвучил. Надеюсь. То есть мы призываем союзниками быстрее, быстрее, быстрее. У них искры из-под пяток уже сверкают. Но надо как-то так мобилизоваться и проявить оперативность. Я не знаю, я не специалист по этим минометам, но я надеюсь, что Министерство обороны меня услышит. Я понимаю, что не все можно предусмотреть и все увидеть. Война. Но, тем не менее, хорошо бы обратить внимание на этот крик души бойцов ВСУ с передовой и как-то так помочь им решить этот вопрос.
Тем более, что вот союзники критикуют друг друга. Сегодня выступил Борис Писториус, министр обороны Германии, отвечал на вопросы по поводу того, как идут поставки с леопардами. И он раскритиковал своих союзников, других союзников, которые, по его словам, очень критиковали Германию за то, что она тянула с разрешением на поставки леопардов. Но теперь Германия, значит, дала это добро, обещала и сама поставить, другим дала зеленый свет, по словам министра обороны Германии, а другие как-то так и не шевелятся особенно. Он сделал исключение. Польша, он выделил Польшу. Польша, да, Польша действует быстро и решительно. Еще целый ряд стран, то есть, как по его словам, Польша одобрила существенные поставки танков. Канада объявила в прошлом месяце. Норвегия сегодня приурочила к Рамштайну, сказала, что 8 танков будет поставлять. Но они нужны быстро, они нужны, то есть их поставка должна быть в течение нескольких недель. Генерал Милли, как мне сообщили источники из Пентагона, требует, чтобы все то вооружение, которое необходимо Украине, а это все, включая вот эти танки, включая ракеты, которые были обещаны, туда же эти самые бомбы небольшого диаметра, запускаемые с Земли, они должны быть поставлены в течение нескольких недель. Какая стратегическая цель всего этого, всех этих подготовок и вот тех генеральных сражений, которые ожидают и со стороны союзников Украины, и со стороны Российской Федерации? То есть на карту фактически может быть поставлена вся война, исход этой агрессии против Украины. И обе стороны к этому готовятся. И я наблюдаю некоторое время, примерно недели 2, контролируемые российской государством, Кремлем, в средствах массовой информации России, определенный сдвиг. Сдвиг он наблюдается в тех лицах, которые начали там появляться, а также в смене тональности и высказываний тех, кто там появляется регулярно. Проходит смена тезисов. Ну, мы с вами знаем, я неоднократно говорил, что по важнейшим вопросам, а вопрос войны для России – это вопрос сейчас номер 1. Поэтому все главные пропагандистские шоу, а их не так много, все они отлично срежиссированы. И люди, особенно те, которых я тут назову, они высказывают тезисы. То есть они не несут какую-то отсебятину, не высказывают собственные мысли. Им закладывают тезисы режиссеры, представители соответствующих ведомств, властей, и они их доносят. И вот по этим тезисам можно проследить, что там произошло. Значит, произошло следующее. Шапкозакидательские настроения, вопли о том, что мы покажем Кузькину мать, о том, что русский мир там, мы дойдем до Ла-Манша, мы нападем на НАТО, дойдем до Польши, все это так быстро закончилось. Я вам приведу пример лишь одного. Вот помните, несколько лет назад, да достаточно много лет назад, по-моему, уже лет 12 прошло с тех пор, в Соединенных Штатах было арестовано 10 нелегалов. Потом был обмен, они вернулись обратно. И один из самых, я бы сказал, образованных в плане тех учебных заведений, которые он закончил на Западе, вне пределах Советского СССР и России, был полковник Безруков, который с тех пор стал, по возвращению в Россию, стал профессором МГИМО, а также вошел в Совет по внешней политике. И вот он выступал недавно у Скоробеевой, вернее, Скоробеева была в отгуле,
То есть в последнее время, то ли я вообще не каждый день туда захожу, но как нигде захожу, ее нет, она отсутствует. У меня такое впечатление, что ее из 6-й палаты удалили, ну совсем там куда-то в клетку посадили, чтобы она там успокоилась. Ее муженек сейчас такой флегматичный, и лицо его становится все более и более унылым с каждым днем, с каждой передачей. Так вот Безруков там выступал, и ему задавали вопросы, опять-таки, ну так мы покажем Кузькину мать, ну что ж мы сделаем для того, чтобы противостоять Украине и НАТО. И он им говорит, ребята, ну ребята он не сказал, так немножко на вольный язык все это перевожу. Каток запущен. Вы помните, я им говорил насчет катка? Это у нас в свое время было устоявшееся изречение. И вот он говорит буквально, произносит то, что я им говорил. Каток запущен, и он пошел на нас. Соотношение сил 8:1. Можно, конечно, пытаться палочкой в него тыкать и его остановить, но это глупое занятие. Никакой даже думать не стоит о том, чтобы пытаться применить даже тактическое ядерное оружие. Вопрос не в этом. Ну так а что же делать? Вопрос. Что же мы должны делать? Начальство есть, пусть оно думает, это сложное время, ответственное время, вот и все. То есть, ребята, к нам приближается, ну, там типа ревизор, или нам приближается черная ночь, или костлявая с косой в руках. Вся надежда на руководство. Другой, это, то есть, вот это я вам 100% говорю, что это тезис. Я раньше не слышал, он такой тоже боевой был, это же самый полковник Безруков, некоторое время назад, пару месяцев, да. А теперь вот такой тезис. Я вам голову даю на отсечение, что он пришел с вот этим выступлением, в него заложили тезисы спецслужб Российской Федерации. Видимо, прежде всего СВР, к которому он относится, но, видимо, у него хватило ума проконсультироваться еще с ФСБ, как члену Совета по внешней политике. Там выступал в другой передаче, уже известный многим моим зрителям полковник Ходоренок, это тот, который представляет мнение Генштаба. И рассказал, какая прорва, какая махина новой техники, и рассказал, что это за техника. Просто Шедов он рассказал, и что она с собой несет. То есть все это движется в сторону Российской Федерации. А на вопрос, а что же нам делать в этой ситуации, обескураженного и растерянного мужа Скоробеевой, он сказал, ну, надо попытаться взять Бахмут. Вот и все. А что такое Бахмут? Бахмут, по оценкам американских военных, натовских военных, это тотем. Это вот как у папуасов, у них были камни, палки, пеньки, которым они поклонялись как божеству. Это да, это украинская территория, это земля и так далее. То есть она будет отстойна, если ей придется ставить, то потом она будет возвращена, это однозначно. Но для Путина это появилось вот как-то там, его надо взять. Зачем его взять? Ну, хоть что-то надо народу сказать к 24 числу. То есть совершенно бесполезное занятие. Далее. Происходит переоценка. То есть о ядерном оружии забыли вообще. То есть однозначно, 100% в Кремле даже самые тупые уяснили то, о чем я вам рассказывал, ссылаясь на генерала Ходжеса. Помните, он говорил, что произойдет, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине. Поднимутся несколько F-35, а сейчас их новое количество дополнительное количество перебросили в Польшу, их хватит. Там еще в Румынии они есть. Так вот, поднимутся эти F-35, и в течение пару часов они раздолбят все системы ПВО Российской Федерации,
расположенные вдоль границы с Украиной. После этого будут нанесены удары и будут уничтожены все российские войска, находящиеся на территории Украины. Это включает в себя и Крым. Будет уничтожен Черноморский флот. Будут разрушены логистические склады, объекты и цепочки, находящиеся на территории Российской Федерации, вблизи, относительно вблизи с украинскими границами. Дальше Россия будет вышвырнута из Совета Безопасности ООН, и без нее там будет принято решение о объявлении в отношении России экономической блокады. То есть все страны мира фактически, может быть, кроме Северной Кореи и Ирана, они поймут, то есть они будут возмущены тем, что впервые после окончания Второй мировой войны ядерная держава применит тактическое ядерное оружие против неядерной державы, причем не просто неядерной, а той, которая отказалась от ядерного оружия. То есть это будет полное разрушение всей системы контроля за распространением ядерного оружия. Короче говоря, Российской Федерации грозит крах, и это в Кремле поняли. Правда, сейчас вот по сообщению средств массовой информации Норвегии, корабли Черноморского флота и якобы даже подводные лодки вышли с тактическим ядерным оружием на борту. Но я не уверен, что подводные лодки могли норвежцы и вообще натовцы определить, что подводные лодки несут на борту тактическое ядерное оружие. Как их вплавь-то не нырнешь, не проверишь. Что касается надводных кораблей, это возможно. Но я думаю, что это опять-таки какая-то ничтожная, жалкая попытка, хоть что-то сделать, хоть чуть-чуть, но надуть щеки. Вот, собственно говоря, и все. Что дальше? Какие надежды? Особой надежды, слушая не так давно очень боевитых каналов реализации активных мероприятий Кремля, это научный, то есть это профессиональный термин, на самом деле сливных бачков, слушая сливных бачков Кремля и российских спецслужб, а также Министерства обороны, я прихожу к выводу, что какой-то надежды на успех в конечном итоге этой битвы, которая сейчас предстоит, они не питают. Просто. Они раньше, которые кричали, да мы, вы помните, да, эту историю. Сейчас они говорят страшную вещь. Они говорят, мы не знаем. Не знаем. После этого угара воинственного, фашистского, милитаристского угара они вдруг просветлели хоть чуть-чуть. Они не знают. Но это революционная перемена в их сознании. Что касается союзников, генерал Милли, я начал сегодняшний выпуск с высказыванием Милли, что Россия уже проиграла. Но теперь после этого необходимо довести дело до конца и сделать так, что это станет очевидно не только генералу Милли, но даже и кремлевскому сидельцу. Затем считается, что западные союзники, прежде всего Соединенные Штаты, что все это желательно закончить в основном в этом году. И основная причина, впервые я вчера прочитал Вашингтон-Пост удивительную по своей откровенности статью, которую раньше таких откровений я не встречал. А я о них делился с вами этими откровениями уже несколько месяцев. До ноября, до прошедших недавно, в ноябре, промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Проблема изменения настроений и по результатам прошедших выборов в Конгрессе. Есть опасения, что республиканцы, причем Вашингтон-Пост пишет уже не просто о трампистах, она пишет даже вообще просто о республиканцах.
растут настроения в том, что с этим делом надо как-то так и заканчивать, сворачивать, потому что дальше непонятно. То есть не то, что будет прекращена помощь Украине, а просто нет гарантии, что она будет продолжаться такими же темпами, как сейчас. Каждый следующий этап, а следующим этапом будет сентябрь месяц, когда потребуется дополнительный крупный пакет на этот год, в дополнение к 45, который сейчас американцы тратят на помощь. Так вот, нет никакой уверенности, что каждый следующий пакет будет проходить вот так вот на ура, как приходил до выборов в ноябре. Поэтому в основном надо заканчивать сейчас. Для этого нужна победа. То есть Россия надеется, что как-то они понимают, что это будет решающая битва, после которой будет поднят вопрос о урегулировании, возможно, путем переговоров. Поэтому они попытаются хоть что-то там удержать позиции зубами. Россия, то есть Украине, нужно максимально попытаться вышвырнуть врага со своих территорий. Исходные позиции двух сторон. Из того, что я вижу, из различных источников, и могу вам сказать. Позиция Соединенных Штатов и НАТО. Россия должна уйти со всех захваченных территорий, начиная с 2014 года. Однозначно. Вот самое главное. Россия. Тут происходят половецкие пляски, кульбиты с переубыванием в воздухе. Теперь тезис. Да нам и не надо, в общем-то, украинская территория. Мы ж туда зашли не для того, чтобы оккупировать страну и оттяпать там какую-то новую часть ее территории. Мы ведь все с чего началось? В ноябре месяце или в декабре прошлого года, вернее, позапрошлого года, МИД Российской Федерации выдвинул, вы помните это, ультиматум против НАТО. И речь шла о том, что НАТО страшную опасность представляет, и эта опасность в значительной степени осуществляется через Украину, поэтому вот России нужны гарантии безопасности. А после того, как Запад послал вслед за крейсером Москва эти ультиматумы, значит, вот Россия и вторглась в Украину. То есть нам не надо территория, не то, что та, которую мы сейчас захватили, она не нужна даже та, что, может быть, которая и в 2014 году мы, значит, оттяпали или временно оккупировали. Нам нужны гарантии безопасности. Как они это видят? Ну, у них есть стартовая позиция. Стартовая позиция заключается в том, что, то есть подразумевается, что они готовы уйти. Ну, возможно, кроме Крыма, там база у них. А так они готовы уйти, но Украина должна стать нейтральным государством. Оттуда должны быть, там не должно быть никаких натовских баз, там не должно быть тяжелого оружия, и там должны быть ликвидированы нацистские организации. Причем это Россия должна определять, что за нацистские организации, которые надо ликвидировать. И она должна определять, какое оружие нужно с территории Украины убрать. Ну, естественно, никакого НАТО и так далее. И выпуск из тюрем и прекращение, значит, запрета, снятие запрета на деятельность тех партий, которые в Украине, и людей, которые в Украине считаются коллаборантами и российской пятой колонной, с вхождением их в парламент. То есть опять возврат к этому Минску очередной, но на этот раз, значит, согласен, что в обмен на это мы уйдем с оккупированных территорий. Они понимают, что это такая хлипенькая, ну, начальная, завышенная, конечно, позиция, но вот такая у них позиция. То есть все сейчас, по большому счету, решается. С каких позиций две стороны приступят то ли в конце этого года, то ли в начале следующего. То есть тут временные рамки жестко они не поставлены, не определены. С каких позиций каждая сторона, значит, сядет за этот стол переговоров через посредников или там как-то иначе. Но опять-таки, заметьте, впервые из
Мордора слышатся разговоры о том, что они готовы уйти с временно оккупированных территорий. То есть вслед за озарением о том, что про ядерное оружие надо забыть раз и навсегда, пришло второе озарение, что они не в силах удержать те территории, которые они временно оккупировали. А почему это произошло? Это произошло в связи с бурной деградацией российской экономики, которая стала очевидно заметна в январе. Конец января, он их потряс. Я вам рассказывал об этом, когда у них сократились доходы от нефти там, примерно на 40%, доходы, поступления в бюджет, а расходы бюджета, прежде всего на оборону, взлетели до 59%. То есть в таком состоянии страна жить и работать долго не может. Вот и приехали. То есть то, о чем мы с вами говорили, против Мордора была организована битва или война на нескольких фронтах. И два главнейших из них, помимо горячего фронта на поле боя Украины, второй – это экономический. И такое впечатление, что вот эти чудовищные цифры по результатам января месяца, они как-то так просветлили некоторые головы, самое главное, эту плешивую голову кровавого карлика. И он уже иначе заговорил. Я вот опять-таки захожу очередной раз в 6-ю палату проверить температуру. Выступает этот Александр Македонский, новоиспеченный, который, помните, 23 февраля заявлял, или 24, что я принял решение там провести эту операцию, а потом в конце, если кто-то из западных держав смеет вмешаться, по ним будет, они испытают такой удар, как не испытывали никогда в истории. Ну, вообще кошмар. Грозный, прямо Зевс, громовержец. Теперь по телевидению он решает, вот когда решается вопрос его собственный, Мордора его, он обсуждает с помощниками по телевидению, это показывает народу, вопрос о переселении граждан Мордора из бараков деревянных, которые находятся в аварийной ситуации, тоже в бараки деревянные, но заводского производства новые. Вот, то есть одних худших бараков, в которых жить уже невозможно, опасно для жизни. Ну, более новые, но бараки. Второй – отопление котелен. Это Зевс-громомержец решает, стратег, который тут недавно русский мир распространял на весь мир, который говорил, который взламывал систему международных отношений, однополярный мир и так далее. Сейчас решает вопрос о том, как улучшить работу котелен в домах российских, которые отапливают здания, где проживают российские граждане, и как их отапливать специальными гранулами, там, супер или чем-то другим. Вот вам, понимаете, деградация, где проходят амбиции как, причем очевидные амбиции. Я представляю, какая ломка у него в душе происходила, когда он скатывался с позиции вершителя судеб мира к завхозу или директору ЖЭКа, который решает вопрос о котельне. Чем отапливать котельню в этом отопительном сезоне. Вот, собственно говоря, господа, какая ситуация. Исходные позиции. Рамштайн принял правильное решение. Сейчас вот главное – это быстро в течение недель до весны, до наступления все это, что было обещано притащить, включая то, что не было анонсировано официально. На этой встрече, в предыдущих пакетах поставки, надеюсь, что к этому же моменту будут подготовлены соответствующие экипажи и команды, персонал ВСУ, который будет обслуживать это.
Милли несколько раз подчеркнул, что вот эти 8 бригад, они будут вести то, что недоступно вооруженным силам Российской Федерации. Это комбинированные маневренные боевые операции с новой техникой. И я очень надеюсь, как и весь цивилизованный мир, что это увенчается убедительным и решительным разгромом орков на территории Украины. Вот на этой высокой ноте, господа, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг, несомненно, будет разгромлен, победа будет за нами. Мордор, как ранее Карфаген будет уничтожен. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, надежды. Время работает теперь на нас, и нужно смотреть вперед в будущее с оптимизмом. До новых скорых встреч!